мне холодно невыносимо просто. Я не знаю, сколько здесь градусов. Ну, 20 лет назад, там, не знаю, 25 уж точно, здесь вообще остатки недобитых красных кхмеров хозяйничали. Вообще мин здесь, конечно, бесчетное количество. В этих вот лесах необычное сооружение. Такая вот пирамида. А тут у нас Гаруда, повергающий Нага, смотрящий на все 4 стороны. Но это, конечно, все уже отреставрировано, как вы видите. Ну, хотя само по себе сооружение, очевидно, довольно древнее. Вот эта технология кладки крыши, конечно, поражает. Мало кто на это обращает внимание, а на самом деле это действительно фантастика. Тут прям очень гладко. И, кстати, посмотрите, внизу мы видим змей, которые что делают? Я все хочу попытаться как-то пройти к водоему. То есть мне нужно вот в ту сторону. Это главный комплекс, находится за ограждением. Очень напоминает нам Анкор. Здесь был ров. Друзья, раннее утро в Камбодже. Я нахожусь в экспедиции, которая растянется на 4 дня, второй день. Это вообще такая совершенно дикая камбоджийская глушь. Редко судьба забрасывает меня в такие места. На самом деле атмосфера, конечно, очень приятная. Вот такой вот отель здесь возвышается, один-единственный, как небоскреб посреди бескрайних полей. Когда я заселялся вечером, стояло всего 2 машины, но вот все-таки пользуется спросом, даже я смотрю, целый автобус приехал. А сейчас я вам покажу смешное, где припаркован мой мотобайк. Я вчера, честно говоря, даже не верил, что мне предлагают это сделать. Посмотрите, он на кухне стоит. Видите, это кухня, а вот мой мотобайк. Что, будем выкатываться и едем к нашей цели. Итак, главная цель нашего путешествия это, ну как нашего, моего, я же в одиночестве путешествую, потому что Яна у нас беременна новым участником нашей команды. И ехать мне сейчас где-то чуть меньше 70 километров до цели. А потом вечером мне нужно будет в этот же отель вернуться обратно. В общем, понимаете, тут такие места очень и очень глухие. И поэтому с отелями здесь практически никак. То есть есть хоумстей в районе этого города, куда я еду, там парочка. Ну, в общем-то и все. Ну, хоумстей, то есть это проживание в семье, не очень интересно. Все-таки в отеле лучше. Вот там вот самые большие месторождения железной руды. Опять деревья выросли. Вот они, вот они. Здесь добывали железную руду. Дело в том, что вообще в этой местности живет народность, нет, ну как народность? Народность, племя, я не знаю, как сказать, нация, куай они называются. Они очень где-то далеко родственны кхмерам. Кхмерский и язык куай очень далеки друг от друга, несмотря на то, что они принадлежат к кхмерским языкам оба. Но, тем не менее, разница между ними существенна, исходя из того, что я прочитал. Вот здесь добывали железную руду, вот они, эти горы. Народ куай очень интересный народ. Они вернулись сюда, вот в эту местность, в общем-то, относительно недавно. Ну как недавно? 13 век. Причем интересно, что вообще-то этот народ относят к автохтонному населению Камбоджи. То есть они здесь жили до кхмеров. Потом сюда приходят кхмеры, куай исчезает. Сейчас большинство куай вообще проживает на территории Таиланда. Ну, может быть, и не исчезает, просто никаких следов от них не остается. Ученые говорят, что они ушли на север. А в 13 веке, когда произошло падение Анкора, падение так называемой Кхмерской империи, эти куай вернулись и стали жить в этом городе.
Вообще про Приакан Кампон-Свай говорят, что это город металлургов, город металлургов, да, давайте так его назовем. Я подумал, как-то это все очень странно, город металлургов, с чего вдруг-то, это же была высокоразвитая цивилизация, с чего они вдруг на территории этого города выплавляли металлы. Так вот, несмотря на то, что во всех туристических брошюрках и буклетах говорится о том, что это город металлургов, эти пресловутые металлурги появляются там именно в 13 веке, когда произошло падение империи, исход кхмеров на юг, да, столица в Пномпене была образована уже в 15 веке. И вот получается, что в 13 веке эти хуай сюда вернулись. В общем, на самом деле, что здесь происходило, не знает никто. Но есть вот такие определенные сведения. Ехать очень холодно, вы не представляете себе. Я еду в футболке, в рубашке, в шерстяном свитере. Еще видите, на шее у меня крома намотана, кхмерский национальный платок. И мне холодно невыносимо просто. Я не знаю, сколько здесь градусов. Ну, вообще, когда я сюда ехал вчера вечером, я заметил, что мы постоянно поднимаемся в горы. То есть тут такой, ну, не горный, конечно, климат, но просто повыше эта местность находится, чем Сием-Риап, в котором я живу. Ну, ничего, днем-то будет плюс 30, я в этом даже нисколько не сомневаюсь. Ну вот, друзья, остановился я выпить кофе. Осталось 20 с небольшим километров. Тут какое-то, ну, довольно большое поселение по местным меркам. Санкум-Тмей. Вон тут дорогу даже делают. Ну, вообще, в принципе, более-менее была дорога, конечно, вся убитая, но, тем не менее, когда-то она была асфальтирована. Ну, вот тут даже делают нормальное американо. Так что сейчас выпью кофе и поеду дальше, потому что с утра у меня был только растворимый. И это было как-то совсем ни о чем. На самом деле, люди здесь не так давно появились в большом количестве, потому что еще, какой у нас сейчас, 25-й год, ну, 20 лет назад, там, не знаю, 25 уж точно, здесь вообще остатки недобитых красных кхмеров хозяйничали. Ну, а сейчас такая нормальная, мирная жизнь. Кхмеры очень любят самые разные напитки. В любой деревне практически можно вот это вот все увидеть. А американо мой, кстати, будет стоить 4000, то есть $1. Акон, вот и мой кофе. Прекрасно. Сейчас я расплачусь и выпью его. Поставлю пока здесь. Ну вот я и добрался до поворота на Приакан Кампон-Свай. Вот по состоянию этого щита вы можете примерно определить туристическую привлекательность этого места. Там чего-то написано, но прочитать уже невозможно. Ну что ж, давайте посмотрим. Съезжаем на грунтовочку. И что-то я даже не посмотрел, сколько нам по ней ехать. Ну, надеюсь, не очень долго. Вообще мин здесь, конечно, бесчетное количество. В этих вот лесах. О, обгоняют нас ребята. Вообще, молодцы, проложили отличную асфальтированную дорогу. То есть я сейчас ехал по асфальту прям 80-90 без проблем. То есть очень мало дефектов. И даже на 90 вполне нормально можно успеть оттормозиться. Ну, совсем без дефектов здесь дороги большая редкость, потому что в сезон дождей их нещадно размывает. Поэтому они приходят в негодность. Я надеюсь, я правильно еду. Я просто подумал, что сворачивать надо там, где этот щит. Ну, наверное, да. Похоже, что да. Похоже, что да. Вау, вот оно уже все выросло. Вот оно уже выросло. Я не знаю, куда мне деваться. Чего, куда
где, зачем и почему. Ну, тут какой-то билетик надо приобретать, он все-таки $5 стоит. О, я вижу человека в официальной форме одежды. О, потрясающая пирамида. Сразу же нас встречает. Класс. Класс. Такую же пирамиду я знаю возле храма Бен-Мелея. Ну вот мы, ребята, и добрались. Посмотрите на этот искусственный водоем. Этот огромный водоем относится как раз к этому городу. Ну, мы уже знаем, да? Те, кто постоянно смотрит мой канал, они, конечно, знают, что без водоемов древним было никуда. Честно говоря, я жутко продрог. Погода шепчет, что называется. Ну, для съемок самое то. Камера сегодня абсолютно точно не перегреется. А я ехал, у меня просто зубы стучали друг от друга. Какой ужас вообще. Ну, посмотрите, какая красота, да? Как будто бы это озеро. Но нет, это искусственный водоем. Вот его размеры. Так, ну что, давайте пойдем к первому объекту. Это просад Дамрей. Дамрей по-кхмерски значит слон. Это, как вы уже заметили, пирамида. Ну вот такая же пирамида есть недалеко от комплекса Бен-Мелея. Можете посмотреть видео. Очень похоже. Так, ну здесь уже мы видим типичные изделия, скажем так, 12 века. Ну, как у нас принято их обозначать, да, 12 век. Это богиня Девата. Ну, не сказать, что прям супер, да. Но тем не менее, все равно довольно-таки тонкая работа, как ни крути. Но не такие сумасшедшие барельефы, как, скажем, барельефы, которые приписываются X веку. Дверная коробка обработана так себе, как вы видите. По сравнению с более ранними образцами, это, конечно, все, скажем, стиль Байон. Ну, так и говорят, да, стиль Байон. Байон – это храм, назовем его храмом, который находится в центре города Анкор-Том. А город Анкор-Том находится на территории археологического парка Анкор и имеет площадь 9 квадратных километров. Здесь же, напомню я вам, да, вот этот город, вот он туда дальше простирается. Он 23 квадратных километра, говорят. Ну, вообще, сведения разнятся, я вот не понимаю. Неужели так сложно, что наконец-то посчитать, сколько же здесь квадратных километров? Да, пирамида из латерита. Давайте поищем на ней отверстие в камнях. Это, как я заметил, такой довольно интересный маркер. Ну, хотя вот тут вот я вижу, да? Вот отверстие есть. Потому что вот эта пирамида возле комплекса Бен-Мелея, я там как-то посмотрел, ни в одном камне отверстия не нашел. А в окружающей стене, вот здесь, видите, тоже окружающая стена, в ней отверстий предостаточно. Вот они. Причем вот в этих вот блоках латерита эти отверстия как будто бы действительно были предназначены для переноски. Они довольно-таки логично расположены. Вот, можете посмотреть. Отверстия в песчанике для переноски использовать было невозможно, это видно. Не знаю, сейчас здесь найду какие-нибудь отверстия в блоках. Вот песчаник у нас лежит. Ну, не вижу я здесь отверстий. А вот тут, смотрите, какие-то божества. Ну вот, на земле лежит такой элемент какого-то декора. Очевидно, сверху, да, где-то наверху находился он. И вот тут вот прям отверстие в голове божества. То есть такое ощущение, что эти отверстия проделывали потом. Но есть же такая версия, что таким образом они уничтожали сакральность, проделывая отверстия в камнях. Но это такая версия тоже интересная, конечно. А вот здесь сколько угодно отверстий.
Но вообще это, конечно, очень необычное сооружение. Такая вот пирамида из латерита. Очень необычное сооружение. И здесь мы видим площадку. Ну вот тут поставили современное святилище, да, используют это как храм. На самом деле, вот если подумать, да, для чего могла быть нужна эта пирамида, непонятно. Вот и слон, который дал имя этому сооружению. Давайте посмотрим. Ну, слоник такой небольшой, достаточно, высечен из одного куска камня. Да, друзья, я до сих пор не могу согреться. А всего было 4 этих слона. Один из них находится в Национальном музее в Пномпене, а второй, по-моему, в музее Гиме в Париже. Ну вот тут еще один слон сохранился. Вот он. Ой, господи, я чуть не упал. Вот еще один слоник. Ну, мы, конечно, видели и более искусных слонов в Анкоре. Но тут интересно, кстати, такие вот узоры, которые я не встречал на других слонах ранее. Ну вот что это могла быть за пирамида, да? Какое-то технологическое сооружение, такое ощущение. Маяк, не маяк. Камбоджа — страна пирамид, действительно. Даже Анкор-Ват — это тоже трехступенчатая пирамида, обстроенная башенками. Так, ну здесь нам внутри смотреть нечего. Это такое современное буддийское святилище. Поэтому я думаю, что можно потихоньку ехать дальше. Сегодня мне нельзя здесь надолго задерживаться, потому что иначе мне придется ехать в темноте. А ехать в темноте по местным дорогам очень опасно, потому что можно въехать в яму. Вот, кстати, видите, сотрудник местный, он там молится. Да, пирамида обнесена забором тоже из латерита с входными группами из песчаника. Такая же схема, как и возле Бен-Мелея. То есть сама пирамида, она неизвестного возраста, а входные группы, гапуры, так называемые, из песчаника, они, ну, датируются XII веком. Вот, а с XIII века здесь уже жили куай и выплавляли железо. Ну, вот этот народ куай, он именно славится тем, что он всегда занимался металлургией. Тут, видите, опять все недостроено, все недообработано, как обычно, как мы привыкли. А что стояло на углу? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же стояло на углу. Да ничего такого особенного не стояло, просто угол и все. Так, ну ладно, надо потихонечку. Интересно, она вся целиком из латерита или внутри все-таки холм насыпной? Никаких особых сведений здесь ни о чем нет, потому что все это начали изучать только сейчас фактически. Ну, вот из-за гражданской войны, как вы понимаете. Так, а здесь, кстати, интересно. Смотрите, здесь у нас Гаруда. Это не Наг, это Гаруда. А Наг у нас здесь внизу, видите, 3 головы Нага. То есть обычно мы привыкли видеть вот здесь такой капюшон, да, как будто бы. И несколько голов Нага. Там бывает 3, 5, 9. А тут у нас Гаруда, повергающий Нага. Ну, схожий сюжет мы видим и в Анкоре.
в Анкор-Томе, там где храм Байоны. Ой, здесь-то прям вообще прекрасно Гаруда сохранился. Посмотрите, какая красота. О, посмотрите, сквозное отверстие. Какой взгляд. Так. А это что? Тоже Гаруда? Такое ощущение, что это Нак уже, да? Нет, Гаруда, очевидно. Нет, такого я не видел. Вот это прям что-то новенькое. Вот здесь соединение ласточка. Да, это интересно. Прям очень интересно. Что еще здесь есть? Да, интересно, зачем же нужны были все эти пирамиды? Почему они с таким упорством их строили? Там мужичок куда-то в лес поехал. Там, наверное, тоже что-то интересное есть. Так, здесь у нас ничего. Ну, какое-то возвышение, то есть какая-то постройка, безусловно. Давайте глянем. Ну да, вот лежат блоки латерита. Действительно, любое возвышение – это всегда какая-то постройка. Вот они, блоки латерита лежат. Вот здесь, кстати, мы видим еще и льва. Видите, поверженный лев без головы. Знаете, где голова? А голова, скорее всего, в какой-то частной коллекции. Потому что здесь все грабили нещадно, места глухие. Кстати, сейчас многие статуи украденные, статуи, барельефы возвращаются в Камбоджу. Так, ну что, я думаю, надо ехать дальше. Я не очень понимаю, куда мне сейчас ехать, но куда-то туда. Ох, вот и солнышко встало. Красота какая. Кстати, посреди этого водоема тоже находился так называемый храм. Я даже не знаю, где его там искать. Ну ладно. Давайте уже поедем дальше. С пирамидой мы закончили. Посмотрим, что тут есть еще. Так, шлем я уже надевать не буду, поэтому положить так, чтобы не вывалился. Все, поехали. Ну, конечно, туристов здесь бывает, я так понимаю, очень мало. Наверное, в основном местные. Добираться действительно тяжело. На самом деле, от моего отеля есть прямая дорога, там 27 километров, что ли. В итоге я-то ехал 67 километров, потому что я поехал в объезд, потому что женщина на ресепшене вчера сказала мне, что не надо ехать по этой дороге, там очень сложно проехать. Так, мы едем сейчас вдоль вот этого водоема, посмотрите. Интересно было бы посмотреть, была у него облицовка или нет. Ну, не знаю, посмотрим, может быть, еще увидим. Я не знаю, куда я еду, что, как, в общем. Посмотрим, так как я здесь впервые. Я, конечно, понимаю, что тут надо несколько дней, чтобы все это осмотреть. Ну, у меня только один день. Скажем так, первое знакомство. Первое глубокое погружение. Долго мы едем, черт возьми. Точно мы куда-то приедем, да? Какой переполненный водоем, я не ожидал. Я так понимаю, что никто его тут специально водой не наполнял, то есть он с древних времен вот так вот сохранился. Интересно.
там уже что-то впереди, я вижу наконец-то. Неужели мы приехали? Как-то непонятно. Да нет, это просто мост. Это просто мост и наблюдательная площадка. Я не знаю, друзья. Ну, наверное, куда-то я приеду. Классно, конечно, вот так путешествовать. Свежий воздух, тишина, ни туристов, никого вообще. Просто огонь. Если хотите ко мне присоединиться, то, пожалуйста, пишите. Так. Я уже начинаю напрягаться, если честно, потому что я уже очень долго еду, но так никуда и не могу приехать. Но вы знаете, постепенно уже начинаю отогреваться, солнышко выходит, и сейчас уже, наверное, градуса 23. Но ветерок прохладный все равно. Я медленно еду, сейчас 40 километров в час. Но, блин, все равно холодно. Да, я, честно говоря, представлял себе все это немножко компактнее. Я не думал, что тут столько езды. Выглядит все как-то очень по-осеннему, но вот еще этот холод, конечно, доставляет отдельно. В Камбодже очень короткий съемочный сезон, то есть фактически он только-только сейчас начинается. И в начале апреля уже заканчивается. Все остальное время дороги просто непроходимые. О, ура! Наконец-то домики какие-то. Сейчас с меня, наверное, возьмут $5. Я так думаю. Уа, ничего себе. Прыгнули. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Я не знаю. Я никого не вижу. А, вот. Вывесочка висит. Вывеска висит. И никого. Да, забавно. Я ничего не понимаю, друзья. Я даже не знаю, где мне здесь оставить мотобайк. Ну что ж, давайте пока здесь. Упс. Возле этой мусорки. Вот посмотрите, у нас тут такой стоит. Ну, говорят, Будда. Очевидно, да? Чактамук называется. 4 лица, видите? Это тоже такая камбоджийская история. Смотрящий на все 4 стороны. Но это, конечно, все уже отреставрировано, как вы видите. Ну, хотя само по себе сооружение, очевидно, довольно древнее. Будда это, не Будда? Ну, наверное, Будда. Давайте уж просто поверим. Здесь у нас такие вот немаленькие ноги. Вот. Ну, все не очень искусно сделано, да, то есть это какая-то поздняя история. Интересно, есть ли там что-то внутри, но, по идее, тот, кто реставрировал, должен знать, потому что мы видим некоторые новые камни здесь, в этой конструкции. Ну и такие вот блоки латерита, которые, я, честно говоря, думаю, что они современные. Ну, по крайней мере, вот тут мы видим, видите, следы. Хотя нет, смотрите, это старые блоки, что ли, потому что вот тут они заполнили еще бетоном, цементом. Может, и старые. Ну, хорошо, ладно, это не такая, я думаю, фантастическая, потрясающая достопримечательность. А вот это, кстати, смотрите, это, судя по всему, заготовка для изготовления Будды под Нагом. Вот можно увидеть, как это выглядело в процессе, да, то есть сначала делали вот такую грубую форму с помощью каких-то ударных инструментов, что тут все понятно. Кстати, не очень качественный песчаник, это какая-то не очень старая история, потому что, посмотрите, это конгломерат вообще, тут вон камушки внутри.
И, конечно, в древности, в настоящей древности никогда такого вида песчаник, такого сорта песчаник для статуй не использовали. Для статуй брали самый хороший, самый качественный, самый твердый песчаник. Как правило, грейвак, это триасовый песчаник, по-моему, самый древний из всех, которые есть в Камбодже. Ну, подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий, я там о таких вещах как раз и пишу. О песчанике, о латерите и так далее. Потому что, когда я снимаю видео, мне не очень легко вспомнить все, что хочется рассказать. Я же снимаю без сценария практически. Ну, здесь какие-то просто старые блоки. Вот тут я вижу, это от реставраторов осталось, вот это по-любому. Ну вот, там же, видите, светлые камни, это свежие. Это уже реставраторская работа. Это то, что я не люблю, да, когда они на место утраченных блоков ставят новые, тоже из песчаника. Давайте вот там посмотрим еще, что за кучка лежит. Ну вот тут я тоже ничего не могу сказать. Да, казалось бы, можно было бы сейчас восхититься и воскликнуть, какие изумительные следы, но так как мы видели работу реставраторов, то где гарантия, что эти следы не оставили реставраторы? Вот видите, в чем проблема? То есть вы понимаете, да, наверное, теперь, почему я довольно-таки зол вот на всю эту историю, которая в последнее время происходит под эгидой ЮНЕСКО. Что, дескать, все давайте реставрировать, давайте заменять недостающие блоки такими же. Ну, что делать? Ладно, давайте дальше ехать. Город-то огромный. А нам еще ехать и ехать. Итак, это сооружение называется Прасад Стоун. Давайте я просто сейчас подойду к табличке и покажу. Я не рискую произносить кхмерские названия, потому что это все равно будет всегда неправильно. Вот. Стоун. Ну, вот как-то так. Все, давайте пойдем внутрь, посмотрите. Это очень напоминает нам анкорские постройки, опять же, 12 века. Храмы Тапром, Байон, Бантейгдей, Тасом. Ну, в общем, множество храмов, о большинстве из которых у меня уже есть видео на канале. Здесь мы видим приличных размеров, опять же, блоки, валяющиеся на земле, вросшие в землю, вот как вот этот, например. Дайте-ка я посмотрю. Ну, мне интересно, сколько вот он в длину, в ширину. Ну, это, конечно, ничего фантастического, безусловно. Так, мне не достать. Надо... Вы видите, я до сих пор в шерстяном свитере хожу, как сумасшедший. А потому что холодно. Сейчас мы будем измерять, посмотрим, сколько это в длину. Не падать. Ну, так, зацепили. Ой, не зацепили, да? Не зацепи. Видите, как плохо. Как плохо одному путешествовать. Но это у нас тут 230 сантиметров, однако он в длину. А в ширину 50 на 50. 230 и 50 на 50. Это такой небольшой блок. Их тут очень много на самом деле, таких блоков, как я вижу. Давайте попробуем, наверное, зайти внутрь. Не знаю, куда здесь идти. Находится вот этот комплекс на берегу того самого водоема, мимо которого мы ехали. Так.
Ну вот, видите, прекрасное место, где можно без всяких туристов погулять. Ой! Да, мощно, мощно. Вот эта технология кладки крыши, конечно, поражает. Мало кто на это обращает внимание, а на самом деле это действительно фантастика. Видите, с 4 сторон идут вот такие вот четверти свода, и в центре они встречаются, и все это как-то раньше держалось. А то, что разрушено, кстати, это не только из-за того, что они как-то плохо строили. Очень много разрушений было в процессе истории. То есть здесь разрушали как грабители, там, не знаю, 300, 400, 500 лет назад, так и грабители 20 века. Некоторые башни, кстати, были взорваны. И это очень плохо, потому что мы иногда думаем, как же эта башня могла разрушиться? Да как? Динамит заложили в нее в 20 веке, вот ее и разрушили. Ну и поэтому приходится все время обращаться к старым французским отчетам археологическим, чтобы понять, в каком состоянии находились здания до гражданской войны. Балясина. Балясина мы встречаем. Ну вот они, следы токарного резца, я думаю, вы видите. Да? Ну тут вот тоже вот видно четкие совершенно следы. Вот. Как их делали, непонятно. Песчаник не самый простой камень для подобной обработки, потому что он очень легко колется. Соответственно, чуть-чуть малейший сбой резца, да, малейший намек на хотя бы какой-то микроудар, все, расколется заготовка, скорее всего. Ну, по крайней мере, так говорят специалисты. Я ничего не могу говорить. Дверная коробка вообще сделана, конечно, совершенно не так, как мы привыкли. Посмотрите. Вот просто блоки лежат друг на друге. Но все подогнано. Все подогнано. Здесь очень гладкие плоскости. А тут, кстати, не очень. Посмотрите. Так обработано, да? Ну давайте найдем целый кусочек. Есть ли какие-то зазоры? Зазоров, конечно, нет, а то, что есть, это все результат эрозии. Вот тут эрозии, допустим, было меньше, да, и мы уже стык практически не видим. То есть тут иногда некоторые люди начинают придираться. Ой, ну как, я же вижу там зазор. Ну да, как я уже говорил, песчаник хорошо откалывается. И действительно, вот это по краям, да, в течение столетий вот это образовались не зазоры, а это эрозия, всего лишь навсего эрозия. Но здесь у нас был какой-то, не знаю что, ну что-то здесь очевидно хранили. А может быть просто грабители разобрали пол в надежде там что-нибудь найти. Куда же нам пойти? Давайте пойдем туда. Я вам должен сказать, когда я первый раз в 2009 году приехал в Анкор, там такая же была почти что атмосфера. Это был еще сентябрь, самый нетуристический, пожалуй, месяц. И мы вот так же бродили, лазали где хотели. Смотрите, тут везде можно спокойно лазать. Очень рекомендую вам посетить Приакан Кампон-Свай. Вот, если хотите, обращайтесь, я вам сюда обязательно устрою поездку. В любом виде, хотите на мотобайке, хотите с комфортом на машине. Так, ух, куда я уже забрался. Давайте вниз тогда спустимся. Вот, смотрите. Вот оттуда я пришел, поднялся по камням. И сейчас мы пойдем вниз. Ой, там летучих мышей, очевидно, много живет. Так, здесь, видите, деревянные конструкции поставили, поддерживающие. И тут, кстати, деревянный пол, по которому я ходить побаиваюсь. Вид он не очень. Я лучше так обойду, чтобы не провалиться. Ну и тоже вот такое помещение. Это, судя по всему, центральная башня. Там наверху крышу поставили железную. Ну, тут, видите, хотят все-таки сделать туристический объект.
Ну, чтобы он стал туристическим, надо хотя бы инфраструктуру какую-то. Потому что ни отелей, ничего нет. Ни отелей, ничего нет. То есть, ну, представляете, я 67 километров сейчас ехал от отеля. А это ближайший приличный отель. Относительно приличный, ну, нормальный. Вполне годится. Для таких диких мест, так это вполне себе очень даже хорошо. Так, вот это какая-то крытая галерея была. Я все хочу попытаться как-то пройти к водоему. И, то есть мне нужно вот в ту сторону, наверное, попасть, но я не знаю как. Ну да, здесь, конечно, в плане обработки камня ничего фантастического я не вижу. То есть я что-то не вижу ни барельефов, ни вообще никакого особо декора не вижу. Вот это странно. То есть такой недострой. Ну что ж, в 13 веке же отсюда ушли кхмеры, пришли куай, да, дикие фактически куай, которые почему-то они выплавляли железо. Здесь, на территории этого города, нашли очень много остатков железной руды, каких-то маленьких печей, в которых выплавляли это железо. Вот видите, кхмеры не знали арку, у них была консольная кладка, то есть камни вот так вот они идут к центру, и потом они вот в центре встречаются, и получается такая ложная арка или консольная кладка, как ее по-другому называют. Так, выбираемся куда-то. Ну и я выбрался. Сейчас поднимемся еще выше. Да, давно ли в Анкоре можно было так же лазать. А вот тут посмотрите, какой-то холм. Это либо пирамида, либо какое-то засыпанное здание. Ну, сейчас проверим. Честно говоря, вообще не понимаю, где же тут был выход к водоему. Должен быть с той стороны. Так, ладно, буду спускаться потихоньку. Господи, тут не навернуться бы. Ну, камни не скользкие. Они все покрыты патиной. Поэтому не скользкие. Ах, не, ребят, это вал. Я думал, что это холм, а это на самом деле вал. Ну, таких конструкций мы в Камбодже тоже много встречаем. Земляной ли это вал? Или из латерита, сказать сложно. Но подняться на него необходимо. Да, и там он уже заканчивается. Ну, здесь, я так понимаю, ничего не найдем. Да. Но он и вот там тоже заканчивается уже. В общем, что-то такое непонятного предназначения. Ну да, с земли действительно сложно понять. Вообще Камбоджу начали основательно снова изучать после 2012 года, когда провели первую серию, так сказать, съемок с помощью технологии лидар и обнаружили много каких-то спрятанных артефактов под землей. Ну вот как вот эти дамбы фантастические какие-то, длиннющие системы каналов и так далее. Это очень интересная тема, да. В телеграм-канале «Друг Аркадий» я этой темы тоже иногда касаюсь. И кто хочет поддержать нас финансово, пожалуйста, подписывайтесь на Бусти. 200 рублей стоит подписка. И это недорого, но нам очень поможет. Ну, колонны здесь, кстати, какие-то... Нет, вообще все составные, да, получается? Так или иначе, да, колонны составные. О, какая ракушечка гигантская. О, смотрите, красивая. Ладно. Там у нас лицо на башне, то есть 4 лица. Ну, пишут французы в отчетах первой половины 20 века, что
Недостроенное сооружение. Ну, это мы и так видим, в общем-то, да, что сооружение недостроено. Давайте пройдем вот по этой дорожке и выйдем, наверное, к пристани. Но если нет пристани, то тогда это будет очень странно. А, нет, конечно, было. О, да тут прям не просто пристань, а прям ого-го. Гляньте. Потрясающе. Просто потрясающе. Да. Ну, видите, водоем шел до сих пор, а сейчас от него все-таки осталось не так много. Видите, там никакой воды нет внизу. Вот пристань из песчаника, кстати. Пристань из песчаника. Тут тоже, видите, какие-то, возможно, статуи стояли, все это было украдено. О, там я кое-что интересное нашел. Сейчас спустимся, посмотрим. А, да, вот здесь. Это у нас, судя по всему, Хамса. Да? Или это все-таки у нас Гаруда, нет? Нет, это Хамса. Хамса. Хамса — это гусь, ездовое животное бога Брахмы вообще. Так, ну, сама структура, как обычно, в основе своей имеет латерит, несколько слоев, да, и сверху уже как облицовка идет песчаник. Ну, как облицовка, тут, в принципе, тоже раз, два, три слоя песчаника. Мощнейшая конструкция. Здесь вот тоже валяется какой-то барельеф. Нет, вот так. Это лев. Это у нас лев. Да, интересно. Давайте еще с той стороны посмотрим. Вот такие следы тоже. Вот эти длинные, гладкие внутри следы. Тоже интересная история. Никто не понимает, чем они могли быть оставлены, но чем-то они были оставлены. Так. Давайте же с этой стороны посмотрим. Ух ты, а тут-то они вообще прекрасно сохранились, эти гуси. Гуси-гуси, га-га-га. Ух ты. Да. И видите, то, что я уже рассказывал во многих фильмах. Сначала устанавливались блоки, а потом уже с них все лишнее снималось, ну и барельефы выбивались. Это здесь тоже видно, кстати, вот тут очень гладко, да. Тут прям очень гладко. И, кстати, посмотрите, внизу мы видим змей, которые что делают? Кто бы понял, да, что они делают, пишите в комментариях, я не понимаю. Ну, вот тоже змея. Повергает змею, судя по всему, да, лапой. Интересно. Сделано, кстати, не так уж и плохо. Вот какие ровненькие, посмотрите. Не, ну это не, опять же, не те барельефы, да, которыми мы восхищаемся и вообще не понимаем, как они сделаны, но тем не менее, интересно. Так, еще были, очевидно, наги вот здесь. То есть были еще какие-то типа балюстрад, которые вот так окружали все это пространство. То есть вообще эта терраса крестообразная у нас получается. И на все 4 стороны выходили, по идее, должны были быть наги. Вот это туловище как будто бы нага, но я не вижу нигде голов. То есть их, возможно, украли, может быть, они под землей. Вот, тоже, видите, всякие куски торчат, то есть он может быть и под землей. Поэтому не знаю. Очень странно на самом деле отсутствие нагов. При наличии тел отсутствие голов. Да, интересно. Фу, друзья, буду снимать свитер, потому что жара начинается уже потихоньку. Ну как жара?
Градусов 28, наверное, но в шерстяном свитере несколько жарковато уже становится. А вот, кстати, пока не уехал, покажу вам еще кое-что. Вот здесь нашел рядышком в лесочке. Посмотрите, какой гигантский постамент. Гигантский постамент с 3 отверстиями. То есть тут когда-то стояло, может быть, 3 лингама. Ну да, похоже, что это йони. Видите, вот это выход воды из йони. 3 лингама. Почему 3 лингама? Потому что один лингам посвящен якобы Шиве, а 2 других местным духам. Ну, это опять же предположение, мы точно не знаем. Ну ладно, давайте будем уже двигаться дальше. Ну а сейчас мы попробуем доехать до главного комплекса. Здесь, конечно, все не так хорошо с обозначениями. Но я думаю, что если следовать вот этой главной дороге, то неизбежно приедешь туда, куда тебе надо. Да, вокруг, конечно, джунгли. Представьте себе, 1000 лет назад здесь был город, жили люди, и под толстым слоем глины сейчас еще находятся остатки древней инфраструктуры, каких-то зданий. Да, я не знаю, когда все это будут исследовать. На самом деле, конечно, это очень интересно. Ну и, по крайней мере, все эти исследования, они, конечно, уже окончательно опрокинут вот эту официальную французскую версию истории Камбоджи, которую, в общем-то, кхмеры используют, но лучше бы они копали глубже. Так, я не знаю, здесь уже пешком только, да, получается? Состай. Ага, приехали. Мне вот интересно, дальше-то меня пустят на мотобайке или я буду вынужден ходить пешком. Вот это главный комплекс. Состай. Это главный комплекс. Находится за ограждением. Очень напоминает нам Анкор. Здесь был ров. Давайте спустимся, посмотрим. Ну, сразу нас встречает такой приличного размера блок. Потрясающе. Ну, а здесь у нас, я не знаю, опять хамсы, что ли. Почему-то их называют хамсами, хотя по мне так это вроде как больше похоже на гарут. Нет? Нет, да, все-таки хамсы. Ну, давайте посмотрим, как этот мостик выглядит. Я думал, что вода должна протекать вообще-то, да, под мостом. Ну, может быть, она когда-то и протекала. Сейчас, видите, все так обвалилось, что ничего не понятно. Ну что ж, я думаю, что пора зайти внутрь. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Я сейчас пойду внутрь, но это уже будет в следующем фильме, в следующей серии моей увлекательной экспедиции по заброшенным руинам Камбоджи. Ну что ж, подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий. Там много информации. Подписывайтесь на Бусти. Тот, кто хочет нас поддержать финансово, 200 рублей в месяц стоит подписка на Бусти. Видео там выходят раньше, чем на Ютубе. Ну и статьи, которые я публикую в Телеграме, они на Бусти тоже выходят раньше. Все, всем пока, до следующих встреч. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию.